Всем привет, ребята и девчата. С вами Андрюха. Как вы уже по названию, по картинке поняли, что это в этой посылке телефон. Вот, распакуем его, плюс распакуем вот этот чехол для этого телефона. Поэтому заранее поставьте лайк, напишите комментарий, а мы начинаем распаковочку. Итак, открываем пакет. У нас телефон Xiaomi Redmi 8 Pro. Я хотел его изначально заказать на Озоне, но доставки сюда нету, только Питер, Москва, Казань и там крупные города. К сожалению, мне удалось Озона заказать. Пришлось заказывать с Яндекс.Маркета за 29 990 рублей. Вот. Доставляла компания Курьер Сервис. Вот еще такой коробочки. Я этот, ребят, телефон заказал только из экрана. У него тут 108 мегапиксельная камера. Фотки, думаю, очень хорошие будут получаться. Итак, я убрал пупырку. Итак, давайте сейчас немного расскажу, какие характеристики 108 мегапиксельная ультра квадро камера, супер AMOLED дисплей и, как можно сказать, экран, процессор Snapdragon 720G, блок питания на 50 Вт, очень мощный, но этот телефон только вроде поддерживает 33 и 35 Вт. Вот. Да, дисплей 6,4 дюйма, супер AMOLED, full screen. И батарея сама на 4500 мАч. А я хотел заказать телефон Redmi Note 10 Pro. Вроде у него тоже 108 мегапиксельная камера. Правда, не знаю, какой процессор. И столько же 6 гигов оперативной памяти, 128 встроены, то есть игры тут будут очень хорошо идти все. Но мне это не надо, я как бы в игры не играю. Это до того, кто будет заказывать и играть в игры, он будет тянуть все игры. Хорошо, коробочка красивая, желтая, вот, видите, как вам показать, чтобы не уронить. Вот, Realme 8 Pro. Xiaomi можно было бы Nike заказать из Китая, он бы и дешевле бы обошелся, но я посчитал отзывы, что на таможне там придется платить, возможно, какие-то пошлины, а пошлины
как бы и не дешевые. Там кто-то писал 170 баксов и заплатил, чтоб ее, то есть, чтоб телефон с таможни выпустили. Тут, я думаю, в этой папке ключик до внимания что-то до симки. Кстати, тут еще то есть для CD-карты до 256 гигов и чехольчик просто. Вот здесь чехол находится. Здесь чехол находится. А, нет. Тут. Он не тут. Тут. Он там, внизу. Тут. А не тут. Ключик. Да, зачем видимо крючки. Вот такой. Чехол, как обычно, самый простой такой. Силиконовый на первое время, пока ваш из Китая идет. Крючка синяя, красивая такая. 4 камеры. Там макро треугольная камера. То есть 108, 8 и 2 мегапикселя камеры. А сама камера Samsung. И вот эта передняя камера, она на 16 мегапикселей. Если у меня на этом телефоне, на старом, который я пользовался, там основная 13, а тут 16 фронталка. В общем, я думаю, фотки еще будут сочнее получаться. Зарядка USB на Type-C и вот такой блок на 50 Вт. Как я уже говорил, телефон этот поддерживает 35 Вт, поэтому по максимуму телефон из этого блока не будет брать. Сейчас, ребята, будем включить. Тут, кстати, наклеена уже заводская пленка, но она только защищает от царапин. Если он упадет, то пленка не защитит. Включаем. Вот, русский. Продолжить. Регион Россия. Следующий. Принимаю. Продолжить. Пропустить. Продолжить. Еще принять. Позже все это сделать. Позже продолжить. Продолжить. Добро пожаловать. Я начала работать. Все, конечно, функционал на Xiaomi как бы поудобнее, чем на Mi, но можно привыкнуть к нему. Итак, ребята, запись первого на том, что я распаковал посылку чехол для этого телефона. Память на телефоне закончилась. Чехол я заказал на Озоне также за 250 где-то рублей. Он матовый, очень приятный на ощупь. Вот вам картинки. Очень приятный, мне очень нравится. И недорогой. Вы спросите, если запись на том первого раз память закончилась, почему же ты
не начал записывать продолжение на свой телефон. А я сейчас вам, ребят, про это расскажу. Очень интересная история получилась. Я думал уже возвращать этот телефон назад, откуда я заказывал, но проблему все-таки решил. Мы все подготовили, поставили телефон на штатив, микрофон, все настроил и погнали записывать. Я там что-то говорю, и брат мне говорит, ну-ка, запись лагает. Я ему говорю, что запись лагает? Да не может быть такого, чтобы запись лагала. А потом он остановил запись, мне показывает реально рывками. А вот это видео производится. Сейчас я вам ставлю фрагмент этого кусочка. На протяжении 10 минут это все лагало. Я думал, господи, что такое? Не должно такого быть. Телефон только с коробки. Не открыто, не должно никаких лагов. Я ведь расстроился. Думал, уже заявку подавать на возврат и возвратить товар назад, может, брак какой-то попался. Но в итоге я сразу написал техподдержку Realme, что описал ситуацию, какая у меня была. И они мне сказали, попробуйте в настройки приложения, найти приложение камеры и стереть там данные камеры, и должно помочь. Я вот эти все махинации сделал, если можно так сказать. И что вы думаете? Аллилуйя, помогло. Я думал, что это такое? Коробки, камера лагает. Я тут же, слава богу, успокоился. Иначе пользоваться не стал возвращать телефон назад. Но проблема эта возникала еще после этого случая еще 2-3 раза. Вот. Я все проделал махинации, которые мне порекомендовали сделать. Все помогает. И если что, ребята, знаете, если у вас при записи съемка лагает, зависает, рывками снимает, то тоже так и делайте. Заходите на настройки своего телефона, приложение, ищите приложение камера и стираете данные. Настройки камеры просто сбрасываются по умолчанию, там придется занастраивать. Ну что там настраивать? Какое тебе разрешение, какой тебе FPS надо, и все, в принципе. И вот, слава богу, телефон работает хорошо, без всяких проблем. Мне нравится. Я, знаете, я выбирал между Realme 8 Pro, еще смотрел смартфон Realme GT Master Edition. Он почти такой же, только тут батарея 4300
процессор Snapdragon 778 при 8-ядерный 2,4 ГГц. По камере что у нас тут? Сейчас расскажу. По камере у нас тут разрешение основной камеры 64 мегапикселя, у этого 108. Разрешение фронтальной камеры 32, тут 16. И я тут очень долго выбирал, может, мастер единичку купить. Но все-таки купил вот этот на 108 мегапикселей. Хотел ощутить те снимки, которые будут. И я доволен. Но разрешение фронтальной камеры 32 мегапикселя — это вообще бомба. Там фотки бы вообще хорошие, ребят, получались, я так скажу. И этот телефон Master Edition заряжается от аккумулятора, у него, замечу, 65 ватт, а у этого телефона 50 ватт, но не знаю сколько этот там телефон принимает зарядку, но как пишут, он заряжается за 33 минуты. В принципе, ребята, вот так посмотрите пару фоточек, 108 мегапикселей, ночная фотосессия. И сами решите, покупать этот телефон вам или не покупать. На самом деле телефон хороший, но все-таки решать каждому, брать его или не брать. Но камера мне очень нравится. Хочу подметить еще, я задавался себе вот таким, ребята, вопросом, почему у айфонов пишут везде, что у них камера 12 мегапикселей, а качество лучше всех телефонов. Но потом мне как сказали, что у айфонов диафрагма камеры как бы больше, из-за этого фотки получаются лучше и видеосъемка тоже лучше. Я тогда понял, почему качество такое сильно различается, например, 108 и 12 мегапикселей айфоновской камеры. Просто диафрагма больше, диафрагма матрицы больше, и поэтому качество лучше. Если вы об этом тоже не знали, вот, поэтому и поможете. Вот. А я все думал, почему 12 мегапикселей, фотки получаются просто изумительные. Теперь понимаю, пользуюсь этим телефоном уже достаточно давно. Нареканий у меня по нему нету, мне очень нравится. Я еще, ребят, забыл уточнить особенность вот этого телефона. У него есть разъем 3,5 под наушники, то есть можно взять наушники, включить музыку и идти гулять.
и на тренировку также, потому что здесь у многих телефонов нет вот этого разъема 3,5 миллиметра. Это очень круто, что у этого телефона он есть. А вот сейчас стоит вроде 23 новый запечатан, а я брал за 25 990 рублей. Надеюсь, вам распаковочка, ребят, очень понравилась. Если так, если вы узнали из этого обзора что-то новое по этому телефону, если я рассказал про него подробно, вот, то обязательно поставьте лайк, поделитесь этим видео с друзьями. Если кто-то выбирает смартфон, может будет кому-то и полезно узнать именно об этом смартфоне. У меня, конечно, был выбор между Realme 8 Pro и Realme Master Edition. Но я все-таки выбрал 8 Pro, просто проверить 108 мегапиксельную камеру. Я просто никогда такой камерой не пользовался и решил протестировать. Ну вот такой, ребята, обзор получился. Ваши мнения буду ждать в комментариях. А кто тут первый раз, не забываем подписываться на канал, ставить колокольчик и ждать новый видос от меня. Надеюсь, вам обзорчик понравился. Спасибо всем за просмотр. Всем пока, с вами был Андрюха. Всем до новых встреч.